В этом разделе давайте рассмотрим, как сложить вот такой камин. Это простейший камин с прямыми стенками топки. Давайте его посмотрим в программе. Вот. Перекрывается портал по уголку. И дровник тоже по уголкам перекрывается. Это самый простой камин. Наверное, проще уже не бывает. Вот, давайте его рассмотрим все по шагам. Перед тем, как класть такой камин, надо посчитать, сколько нужно материалов и его заготовить. Для этого камина потребуется 600 штук кирпичей. Плюс берем 10% на брак, то есть 660 штук. На трубу нужно 70 штук кирпичей на метр, плюс 70 штук на выдру и распушку. Также нам понадобится каминная задвижка. Также нам потребуется песок 400 килограммов, глина 150 килограммов, цемент 1 мешок 50 килограммов, 75 уголок длиной 750 миллиметров для перекрытия портала камина, и для перекрытия дровника я беру 4 штуки 50 уголков длиной 600 миллиметров. Но это расчет материала только на камин, а на трубу будет зависеть от того, какой длины у вас труба. Также нужно для камина подготовить фундамент, залить. Размер фундамента должен быть в плане на 10 сантиметров больше каждой стороны камина. Так, основание нашего камина 1270 на 770 миллиметров, значит фундамент заливаем 1370 на 870. Заливаем его на высоту ниже чистового пола на 14 сантиметров. Даем, чтобы бетон схватился не меньше недели. Да, и подготавливаем еще инструменты. Болгарка, желательно большая, с диаметром диска 230 мм. Миксер, можно дрель с насадкой для замешивания раствора, мастерок, и киянка. Вот основной инструмент. Теперь давайте разобьем строительство камина на этапы. Я разбил на 5 дней. Первый день кладка основания. Для кладки основания можно использовать раствор с добавлением цемента. Основание не нагревается. Вот эти полочки тоже желательно выложить на цементный раствор. Вот эти и вот полка каминная. Вот этот ряд и вот этот. Вот, на остальную кладку можно использовать глинопесчаный раствор. Первый день самый у нас простой. Здесь вы видите, почти нет резаного кирпича. Кладка идет полностью с целого кирпича, за исключением 5-го ряда. Вот здесь у нас вот подрезана четверть кирпича. И вот эти по 3/4 кирпича. А вот эти уже подрежете по месту. Они должны быть длиной по 16 сантиметров. Вот эта полочка у нас выступает на 4 сантиметра вперед. На второй день делаем полочки на основание. Их желательно выкладывать на цементно-песчаный раствор, чтобы они были крепче. Здесь уже придется резать кирпич. Вот вдоль кирпич будет резан, вот этот и вот этот. А также по длине вот эти резаны. С 10-го ряда будем резать кирпич под углом для формирования каминного зуба. Задняя стенка топки. На 3-й день продолжаем кладку каминного зуба. Вот эти кирпичи резаные. А также с 15-го ряда пойдет заужение дымосборника. Вот эти кирпичи резаные, вот эти. Вот здесь опять делаем полку каминную. Это тоже на цементно-песчаный раствор желательно выложить. 4-й день заканчиваем каминную полку.
И ведем дымосборник. Дымосборник, тут все просто. Все ряды повторяются. Они просто в зеркальном отображении. Для того, чтобы была перевязка швов. И последний день. Еще 4 ряда у нас повторяются. На 29 ряду идет заужение дымосборника. На него кладется задвижка. 30 рядом задвижка перекрывается. На 31 заужается дымоход. 32 перекрывает последний ряд. И дальше пошел дымоход.